Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаю вам связать такую футболочку для деток до года. У меня футболочка связана на размер от 3 до 6 месяцев. Тут две пуговички, петельки. Легко расстегивается, легко застегивается. Это вид спереди. Вот так она выглядит сзади. Так, узор. У меня есть видео по данному узору. Ссылку я кину в описании. В принципе, все прилегающие ссылочки тоже будут в описании. Итак, для работы нам понадобится с вами ниточки. Я использую Alize Cotton Gold. Из них же я вязала шортики. В 100 граммах 330 метров. В составе 55% хлопок и 45% акрил. Вязала спицами номер 3. Круговые спицы и чулочные понадобятся для вязания манжет рукавов. Так, спицы. Потом нам нужна линеечка, щипчики для обрезки ниточек, пуговки. У меня вот такие пуговки. 1,5 сантиметра диаметром. Потом понадобится иголочка с широким ушком для закрытия и прятания ниточки. Маркеры. Если нет специальных маркеров, можно взять колечки. Любые, без разницы вообще. И крючок я использовала 2 миллиметра. На этом, в принципе, все. Можно начинать. Приступим. На спице номер 3 мы набираем с вами для размера от 0 до 3 68 петель. От 3 до 6 и от 6 до 12 набираем 72 петельки. Простым способом. Так, я уже набрала. Первый ряд мы с вами провяжем изнаночными петельками. То есть мы 72 петли в моем случае я вяжу на размер от 3 до 6. Провязываем ряд изнаночными петлями. Вот так. Мы провязали с вами ряд из изнаночных. Теперь нам понадобятся маркеры. Прошу прощения. Теперь нам понадобятся маркеры для того, чтобы определиться, где у нас спинка, где у нас перед, где у нас рукава и так далее. Итак, отсчитываем с вами для размера от 0 до 3. Отсчитываем 9 петель. От 3 месяцев до 12 отсчитываем 10 петель. 2, 4, 6, 8, 10. Итак, следующие 3 петельки у нас идут на реглан. Поэтому я сделаю после одной петли маркер, повешу. Это для всех размеров. 3 петельки идет на реглан. Мне удобнее будет, когда у меня будет после одной петельки маркер. Итак, 10 петель отсчитали. Дальше реглан. 3 петли. После 3 петель отсчитываем с вами для рукава, для размера от 0 до 3, для всех размеров отсчитываем 10 петель.
2, 4, 6, 8, 10. Следующие 3 петли идут на реглан. Я ставлю маркер после первой петельки. Так, после маркера 2 петли идет на реглан. Дальше петли спинки. От 0 до 3 это 18 петель. Остальные размеры 20 петель. Отсчитываем 20 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Следующие 3 петли идут на реглан. Я вешаю маркер после первой петельки. Так, после маркера 2 петли идут на реглан. Дальше для всех размеров 10 петель на рукав. 2, 4, 6, 8, 10. Следующие 3 петли идут на реглан. После первой петельки я вешаю маркер. Так, 2 петли на реглан, и должно у нас остаться 10 петель для размеров от 3 до 12 месяцев и 9 петель для размеров от 0 до 3. Все правильно. Итак, мы расставили маркеры. Теперь определимся с узором. Итак, рукава мы будем с вами вязать лицевым узором, лицевой гладью, а перед и спинку мы будем вязать шахматным узором с платочной вязкой. Итак, первые 3 петельки и последние 3 петельки мы будем с вами вязать лицевая, изнаночная, лицевая. Также и на реглане мы будем вязать лицевая, изнаночная, лицевая. Каждый реглан. В остальных мы будем вязать шахматный узор. Сейчас покажу как. Итак, первый ряд мы провязываем кромочная, мы ее снимаем. Дальше у нас идет изнаночная и лицевая. Это начало. 3 петли. Мы их будем всегда вязать одинаково. Остальные петельки мы должны с вами провязать шахматным узором. Так, узор у нас состоит из 10 петель. То есть 5 петель мы провязываем лицевыми. И следующие 5 мы должны провязать с вами изнаночными. Но мы не будем, нам надо сделать прибавку, поэтому перед петлей остановимся. То есть провязываем еще 2 петельки изнаночной. Теперь мы должны сделать прибавку. У нас 1 петля перед маркером. Делаем прибавку на себя, накид. Дальше провязываем лицевую, снимаем маркер. После маркера мы провязываем изнаночную и лицевую для всех размеров. После этих 2 петель мы должны с вами сделать прибавку. Делаем накид от себя. Теперь идут петельки рукава. Мы с вами их вяжем лицевыми петельками. Довязываем до 1 петли до маркера. Вот так. У нас остается 1 петля. Делаем прибавку, накид на себя. Провязываем 1 лицевую. Маркер переносим. Здесь провязываем 1 изнаночную, 1 лицевую. После 2 петель мы делаем прибавку, накид от себя. Это у нас петельки спинки, они у нас идут по узору. Значит, мы вяжем 5 петель лицевых, 5 петель изнаночных.
Дальше опять 5 петель лицевых. И 5 петель изнаночных. На размер от 0 до 3 вяжите столько, сколько у вас есть петелек. То есть там должно быть на 2 петли меньше. 4, 5. Остается одна петелька перед маркером. Делаем прибавку, накид на себя, провязываем лицевую, маркер переносим, провязываем после маркера изнаночную и лицевую. Так. Дальше мы делаем накид, делаем прибавочку, накид от себя. Петли рукава мы провязываем лицевыми. Останавливаемся на последней петельке. Вот она, перед петелькой. Делаем прибавочку, накид на себя. Провязываем одну лицевую, переносим маркер. После маркера изнаночная, лицевая и прибавка, накид от себя. Дальше у нас идет узор. Можем сделать его симметрично этому узору. Мы должны с вами посчитать, сколько мы провязали перед накидом. То есть у нас идет 2 изнаночные и дальше 5 лицевых. Значит, после прибавки мы вяжем с вами 2 изнаночные и 5 лицевых. У нас остается 3 петельки. Мы их провязываем, как и в самом начале. Лицевая, изнаночная и лицевая. Разворачиваем работу по изнаночной стороне. Мы провязываем все петельки. Так, у нас должна быть платочная вязка на изнаночных петельках. То есть с изнаночной стороны они являются лицевыми. А лицевые мы должны также провязать изнаночной петелькой. Так что мы первые 5 петель провязываем с вами изнаночными. А теперь там, где у нас лицевые, мы их чередуем. То есть там, где были лицевые, мы провязываем с вами изнаночные. И накид мы должны прибавочку провязать изнаночной петлей за заднюю стенку скрещенной. Вот так. Дальше идет у нас 3 петли реглана, они идут по узору. Мы здесь ничего не меняем. Переносим маркер. После маркера остается 1 петля реглана. Так. Дальше у нас петли рукава. То есть все петельки в изнаночном ряду идут изнаночные. Накид мы провязываем за переднюю стеночку изнаночной, перекрещенной, да? Дальше довязываем до следующей прибавочки изнаночными петельками. Следующий накид мы провязываем за заднюю стенку изнаночной петлей. Дальше идут петельки реглана, которые мы вяжем по узору, ничего не меняя. Перекидываем маркер. 1 петля оставалась у нас реглана. Теперь мы смотрим узор. Там, где у нас были лицевые, мы должны их сделать изнаночными. 2, 4, 5. А накид, получается, у нас должен быть лицевой петелькой. Так, мы ее провязываем лицевой. Нет, подождите, по узору она у нас идет изнаночной. Так что мы ее провязываем за переднюю стеночку изнаночной петелькой. И остальные петли мы тоже провязываем. Лицевые петельки мы провязываем с вами изнаночными. Так, и изнаночные петельки мы провязываем тоже изнаночными. Получается, в этом ряду вообще у нас все петельки изнаночные. Просто один из квадратиков у нас, получается, чередуется, да, то есть были лицевые, в изнаночном ряду изнаночные.
Так, довязываем до маркера. Ой, нет, не до маркера, до прибавки. Прибавку провязываем скрещенной за заднюю стеночку. Вот так. Дальше идут петли реглана, мы провязываем по узору. Переносим маркер. После маркера 1 петля реглана. Дальше петли рукава мы провязываем изнаночными петельками. Прибавочку провязываем изнаночной за заднюю стеночку. Петли реглана мы провязываем по узору, ничего не меняя. Так, дальше у нас идут петли переда. Мы их также провязываем с вами изнаночными петельками. Первую петлю мы провязываем прибавочку за переднюю стенку изнаночной петлей. Остальные петельки провязываем изнаночной до тех пор, пока у нас на спице не останется 3 петельки. Последние 3 петли мы вяжем по узору, то есть изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, теперь нам надо немножечко приподнять заднюю часть, нашу спинку, да, для того, чтобы ребеночку было удобно. Мы с вами свяжем пару рядов укороченными рядами. Итак, провязываем кромочная, изнаночная, лицевая. Дальше у нас опять идут наши квадратики. Мы провязываем 5 петель лицевых. Дальше идут изнаночные. Сколько есть? 3 петли изнаночных получилось. Дальше делаем прибавку, накид на себя перед петлей, перед маркером. Дальше у нас петельки идут по узору, петли реглана, 3 петли. После них делаем прибавку, накид от себя. И дальше петельки у нас идут рукава, мы их провязываем лицевой гладью. Останавливаемся перед одной петлей, не довязывая одну петлю, делаем накид на себя, 3 петли провязываем по узору, петли реглана, после них делаем прибавку, накид от себя. Дальше петли спинки мы вяжем, не довязывая 3 петли для всех размеров. То есть провязываем с вами так, 1, 2, 3, 4, 5. Значит, эта петелька у нас должна быть изнаночной. Дальше 5 петель лицевых, то есть мы вяжем по узору. Дальше 5 петель изнаночных. Повторяем 5 лицевых. Должно быть 5 петель изнаночных, но мы с вами не должны довязывать, да, 3 петли до маркера. 1, 2, 3. Значит, остается у нас 4 изнаночных петельки. 4. Вот. Осталось 3 петли. Это петли спинки. Разворачиваем работу. Вяжем в обратном направлении. Делаем с вами накид. Вяжем в обратном направлении. Так, у нас здесь изнаночная сторона, значит, все петельки должны быть изнаночными. Вот так. И опять же, не довязывая 3 петли до маркера. Получается 4 петли, потому что мы здесь делали с вами прибавку. Ее мы не считаем. 1, 2, 3, 4 вместе с прибавкой. 4 петли, да. Так. 1, 2, 3, 4. Все правильно. Довязали, переворачиваем работу на лицевую сторону. Делаем накид. Теперь вяжем в обратную сторону. Вяжем лицевыми по узору. Итак,
Раз, два. Дальше вяжем 5 изнаночных, 5 лицевых, вяжем до накида, который мы делали, да, в обратную сторону. То есть мы провязываем с вами 1, 2, 3, 4 изнаночных петли. Дальше у нас идет накид. Накид вместе со следующей петлей мы должны с вами провязать изнаночной петелькой. Берем, подхватываем 2 петли, за переднюю стеночку провязываем изнаночной петелькой. Дальше идут лицевые петли по узору. 2, 4, 5, да. 5 петель изнаночных, 1 лицевая. Здесь у нас должна быть прибавка. Мы делаем накид на себя, провязываем с вами петли реглана, 3 петли. Так, и теперь здесь мы должны с вами отсчитать 4 петли после маркера. То есть 2 мы провязали, делаем прибавку, накид от себя и провязываем еще 2 петли по узору, то есть 2 лицевых, потому что это у нас уже идут петли рукава. Переворачиваем работу на изнаночную сторону, делаем накид и вяжем в обратную сторону. Прибавки мы провязываем скрещенными, вяжем. Так, петли реглана мы вяжем по узору. Так, да, лицевая. После маркера еще 1 петля реглана изнаночная. Дальше прибавку мы провязываем изнаночной скрещенной петлей и продолжаем вязание по петлям спинки. Вяжем изнаночными петельками до прибавки. Прибавку мы провязываем. Вот, точно, мы же остановились до. Теперь накид, который мы делали по лицевой, со следующей петлей мы должны с вами провязать изнаночной петелькой. То есть мы должны подхватить заднюю стеночку второй петельки и заднюю стеночку накида и провязать изнаночной петлей. Вот так. Дальше прибавка. Прибавку мы провязываем с вами скрещенной изнаночной. 2 петли реглана по узору вяжется. Перекидываем маркер. После маркера мы провязываем петлю реглана. Следующую петельку, прибавку, мы провязываем с вами изнаночной петлей и отсчитываем еще 3 петли, получается, потому что у нас прибавочка не считается. 1, 2, 3, 4, 5 петель. Для всех размеров это одинаково вяжется. Прибавка не считается. 4 петли мы прибавляли с этой стороны, значит 4 петли должно быть с этой стороны. Но вместе с прибавкой получается 5. Итак, делаем накид и вяжем в другую сторону. По узору мы провязываем с вами лицевыми петельками по рукаву. Перед одной петлей мы делаем прибавку, накид на себя, провязываем 1 лицевую, маркер перекидываем, после маркера 2 петли реглана, делаем прибавку, накид от себя. Дальше смотрим наш узор. У нас должно быть 4 изнаночных дорожки, у нас их 3. Итак, отсчитываем 2, 4, 5 петель лицевых мы провязали. Эти петельки должны быть изнаночными. Поэтому мы их провязываем изнаночной. Дальше вяжем по узору. 4 лицевых, 5 лицевых, 5 изнаночных.
Так, продолжаем. Пять лицевых, 5 изнаночных. Дальше делаем 2 лицевых и прибавку. Прибавка накид на себя. Дальше у нас идет 3 петли реглана, которые мы всегда вяжем по узору. Теперь вяжем до накида. И так как у нас здесь идет лицевая гладь, мы с вами перекрещиваем вторую петельку, не перекрещиваем, а переснимаем, чтобы передние выдвинуть правую стеночку вперед. Возвращаем накид на левую спицу и провязываем за переднюю стенку лицевой петлей накид и петлю вместе. Вот так. Теперь мы довязываем с вами до конца. Так, вяжем мы до одной петли перед маркером, делаем прибавочку, накид на себя, 3 петли. 3 петли у нас идет реглана, потом делаем прибавку, накид от себя и дальше вяжем по узору. 3 петли изнаночных, 5 петель лицевых, и последние 3 петли мы вяжем по узору: лицевая, изнаночная, лицевая. Вот так. То есть мы с вами немножечко приподняли заднюю часть. Сейчас я постараюсь сдвинуть, у меня круговые спицы заняты. Вот мы ее сделали чуть выше. Так, мы провязали, немножко подняв заднюю сторону. Теперь вяжем в обратном направлении изнаночный ряд. Первые 3 петли мы вяжем по узору: кромочная, лицевая, изнаночная. Дальше все петельки у нас изнаночные до прибавки. Прибавку мы провязываем скрещенной за заднюю стеночку изнаночной петлей. Дальше петельки реглана идут по узору. Накид провязываем скрещенной петлей за переднюю стенку изнаночной. Остальные петельки рукава мы провязываем изнаночными петлями до прибавки. Прибавку провязываем скрещенной за заднюю стеночку изнаночной петлей. Я забыла сделать прибавку, представляете? Так, вот 2 петли, вот прибавка. Да, ничего страшного. Мы ее провязываем изнаночной петелькой. Если вы допустили такую же ошибку, как и я, то или перевяжите, сделав прибавку, или также поднимите, как я, снизу ниточку. Итак, дальше у нас идут петли реглана. Опять идет прибавка по спинке. Мы ее провязываем изнаночной за переднюю стеночку. Остальные петли вяжутся изнаночными. Прибавку провязываем скрещенной изнаночной петлей. Потом петли реглана мы провязываем по узору. Опять прибавка
провязываем скрещенной изнаночной. Дошли до накида, которую мы делали по лицевой стороне, мы должны провязать с вами изнаночной петелькой. Так как у нас это будет криво, это лицевая гладь, мы должны с вами петлю после накида перевернуть. Вот так. Возвращаем с вами накид, подхватываем заднюю стеночку двух петелек и провязываем вместе изнаночной петлей. Тогда по лицевой стороне будет не видно, что мы делали с вами убавочку. Дальше вяжем по узору, то есть лицевой гладью. В изнаночном ряду все петельки изнаночные. Прибавку провязываем за заднюю стенку изнаночной петлей. Петли реглана мы вяжем по узору. И в изнаночном ряду петли переда мы провязываем изнаночными петельками, пока у нас на спицах не останется 3 петли. 3 петли мы вяжем по узору, изнаночная, лицевая и изнаночная в конце. Итак, росток мы с вами вывязали. Теперь узор у нас должен меняться на спинке. Итак, наверное, мы тоже поменяем и напереди сразу, да, чтобы у нас... А, нет, хотя мы не будем менять. Да, мы все-таки поменяем, потому что потом, когда мы будем сходиться, чтобы у нас не разъехался узор, а мы продолжали по нему вязать. Итак, провязываем до тех пор, пока у нас не будет 4 изнаночных дорожки. Узор, да? Потом меняется. Там, где у нас были лицевые петельки, мы провязываем платочной вязкой, а там, где были изнаночные, то есть платочная вязка, мы провязываем лицевые. Так. Итак, мы вяжем на высоту реглана. Я измеряю по переду, не по спинке. От 0 до 3 9 сантиметров, то есть от начала работы мы измеряем и провязываем с вами 9 сантиметров от 0 до 3, от 3 до 6 10 сантиметров и от 6 до 12 11 с половиной приблизительно. Так, провязываем по узору до нужной нам высоты и уже встретимся, будем дальше смотреть, как у нас идет работа. Дальше. Мы провязали с вами на нужную нам высоту. У меня это 10 сантиметров по передней части по реглану. Итак, теперь нам надо с вами разделить переднюю, заднюю часть и рукава. Рукава мы с вами переснимем на ниточку контрастную при помощи иголочки. Ну, начнем. Вяжем по узору до рукава. Первые петельки у нас идут кромочная, изнаночная, лицевая. Дальше по узору у кого что. У меня сейчас изнаночные 5 петель. Пять лицевых, 5 изнаночных. И остается на конце у меня 4 лицевых. Ничего страшного, нам этого вполне достаточно будет. Так, 4 лицевые. Дальше у нас идет петля реглана лицевая. Мы ее тоже провязываем. Она у нас идет в переднюю часть. И провязываем с вами петлю изнаночную, петлю реглана. Она у нас тоже пойдет вперед. Остальные петли до маркера
мы с вами должны переснять на вспомогательную спицу. Ой, вспомогательную ниточку или на спицу. У кого-то есть, знаете, булавки такие большие. Можно на булавку переснять. Кому как удобненько. Мне проще с ниточками работать. Поэтому я переснимаю на ниточки. Так, и первую лицевую петельку реглана мы тоже переносим на рукав. Так, иголочку снимаем. Я ее сразу одену на вторую ниточку для второго рукава. Маркер мы убираем. И продолжаем наше вязание по спинке. Не прибавляем здесь между рукавов никаких петелек. Хотя, если вы хотите, вы можете на данном этапе посмотреть петли спинки, да, замерить ширину и приблизительно посчитать обхват вашего ребенка, обхват живота, груди. Они почти одинаковые в таких возрастах. И добавить приблизительно 3 сантиметра. Но учитывайте, что ткань у нас тянется, да, вязание все-таки, и при стирке оно тоже может немножечко растянуться. Я не добавляю. У меня здесь получается 23 сантиметра. И это выходит 46 сантиметров обхват. И плюс при стирке оно немножечко растягивается, и сам он тянется. Будет чуть-чуть как, ну, не приталенный, а более в облипочку. Поэтому я ничего не добавляю. Если у вас обхват больше, то, соответственно, добавьте здесь в промежутке на рукав небольшое количество петель, да. Смотрите здесь по узору, как оно ложится. Но я не добавляю. Покажу, как я вяжу. Так, мы пересняли, да, петельки. Первая петля реглана у нас ушла в рукав. Дальше идет изнаночная петля и лицевая петля реглана. Теперь у нас будет 2 изнаночные петельки по боковой части идти. Дальше мы вяжем по узору петли спинки, довязываем до реглана. Если вы вдруг добавляете петельки на подмышках, тогда в данном случае делайте так, чтобы у вас чередовалась лицевая, изнаночная, в зависимости, сколько петелек вы добавили. Много добавлять тоже нехорошо, иначе рукава будут очень широкие. Если у вас получилось очень узко, то тогда лучше линию реглана провязать чуть больше, чем 10 сантиметров. Так, у меня здесь по узору получается 3 петельки изнаночных на конце. Я их так и буду дальше вязать, буду чередовать. У меня получается 3 лицевых в начале и 3 изнаночных в конце. Итак, дальше петли реглана. Первую лицевую провязываем, да, на петлю. Она пойдет у нас на спинку. И одну изнаночную, она тоже у нас идет на спинку. Третья петля реглана у нас идет на рукав. Снимаем петельки вместе с первой петлей реглана. С лицевой петлю снимаем на вспомогательную ниточку, спицу, у кого что, чтобы нам эти петельки не мешались.
Дальше мы перейдем на вязание по кругу уже до конца изделия. Итак, первую петельку реглана я снимаю тоже на вспомогательную ниточку. Убираю иголку и продолжаю дальше вязать по передней части левой стороны. Итак, следующая изнаночная петелька у нас идет вперед, и лицевая петелька тоже у нас идет вперед. Дальше по узору у нас должно быть 4 петельки. Ну, в моем случае, да, у каждого по-своему, вязка все-таки отличается. Провязываем по узору до тех пор, пока у нас на петлях, на спицах не останется 3 петельки. Осталось 3 петли. Итак, мы должны с вами соединить. Мы вяжем также дальше по узору. Лицевая, изнаночная. И здесь я сокращу 2 петли. Я их провяжу вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. Вот так. Дальше у нас идет изнаночная, лицевая. Теперь мы с вами вяжем по кругу. Итак, так как мы вяжем по кругу, у нас теперь идет чередование, да, там, где у нас шла платочная вязка, мы также продолжаем вязать платочной вязкой. Должно быть 4 изнаночных дорожки. И закрепляем мы все это лицевым рядом. То есть у меня сейчас 3 изнаночных дорожки, дальше я провязываю лицевые. Вот так. И у меня должна будет быть еще одна изнаночная дорожка. То есть сейчас я ряд провяжу лицевыми, следующий ряд я провяжу изнаночными. Здесь на краях, на боках у нас идет лицевая, 2 изнаночных, лицевая. И сзади у нас идет узор, как он и идет, да? Кто где остановился, тот так и вяжет. Таким образом мы должны с вами провязать от подмышки. Так. Для моего размера я буду вязать 10 сантиметров данным узором, 10 сантиметров узором. Остальные размеры вы видите на экранах. В принципе, они сильно не отличаются. От 0 до 3 9 сантиметров, от 6 до 12 возьмите 11 или 12 сантиметров. Так, ну на этом все. Встретимся, когда мы уже провяжем с вами нужную нам высоту.